поговорить о замене шлангов охлаждения в автомобиле ВАЗ-2109. Поговорим о том, какие шланги лучше ставить, чтобы они вот так вот не трескались через месяц. Этому шлангу ровно месяц. Поговорим о многих других нюансах, как устанавливать патрубки правильно, чтобы они не текли. Стоит ли их мазать герметиком или нет. Как их правильно затягивать и так далее. Что все элементы охлаждения в порядке, я осмотрел радиатор, термостат и так далее. Все в принципе в рабочем состоянии. Целый бачок. Я приступаю к разбору системы охлаждения. Моя задача сейчас снять все шланги. Во-первых, это шланги, которые приходят непосредственно к радиатору. Их 2 штуки. Вы можете их наблюдать, первый и второй. Один шланг от бачка расширительного, второй шланг от бачка расширительного, который идет к радиатору, тоненький. Маленькие шланги, которые идут к термостату, находятся под распределителем зажигания. 2 шланга, которые идут к крану отопителя. Можно их видеть внизу. И не забыть про 2 шланга, которые идут к нагреву карбюратора. Вот они. Для того, чтобы начать манипуляции по разбору, чтобы сделать все качественно, чтобы ничего не мешалось, придется снять распределитель зажигания. Он на 3 болтиках крепится. Также придется снять воздушный фильтр. И для нормального монтажа впоследствии придется снять вентилятор охлаждения и сам радиатор. Вентилятор охлаждения крепится на 4 болтах, 2 вверху, 2 внизу. И на 2 болтах крепится радиатор. Итак, насчет радиатора прошу прощения, немножечко здесь ошибся. Его крепит вентилятор, больше ничего. Сняв вентилятор, вы можете очень просто снять радиатор. Теперь, прежде чем демонтировать все шланги, необходимо слить охлаждающую жидкость. Для этого ключиком на 13 откручиваем винт на двигателе, вот он где находится, возле коробки, и открутить винт на радиаторе. Мешаются провода, вот он. Открутив их, сливаем охлаждающую жидкость и демонтируем все шланги. То есть эти 2, один этот, который идет к карбюратору, с другой стороны еще один идет к карбюратору, и 2, которые идут на кран. Один с этой стороны видно, другой с этой. Демонтировал все, продолжим далее. Забыл еще один шланг, который идет с расширительного бачка на радиатор, тоненький. Его тоже мы будем менять. То есть все подкапотное пространство мы шланги заменим. Я не говорю о тех шлангах, которые находятся в салоне и идут на отопитель, на радиатор отопителя от крана. О них мы пока говорить не будем. Мы сейчас именно берем подкапотное пространство. Весь процесс, как я снимаю детали, как я снимаю шланги, я показывать не буду. По одной простой причине, то что гайки, винты может крутить каждый. В этом особенностей никаких нет. После демонтажа всех патрубков в общем, все патрубки были сняты.
можем наблюдать их в снятом состоянии. Какие-то повреждены, какие-то еще ничего. Сейчас берем все, что сняли. То есть радиатор, термостат. Также я сниму деталь, на которой одевается термостат. И все конкретно зачищаем, чтобы не было ни следов коррозии, ни ржавчины, чтобы в перспективе патрубки надевались герметично. В общем, все места, где мы снимали патрубки, все трубы, все плоскости зачищаем и чистим до блеска, так скажем. Также придется здесь заменить прокладку. Чуть попозже покажу следы коррозии, из-за которых здесь часто бывают течи из патрубков. В общем, делаем все, что я описал, и продолжим. Следующим этапом берем наш радиатор, все детальки, которые мы сняли, и непосредственно на самой машине с помощью наждачной бумаги убираем всю грязь, следы коррозии. Вот, допустим, вот на этой вещи много следов коррозии. Из-за нее течи происходит. На самом радиаторе, на пластиковой трубке. Здесь еще с завода проходит шов, который будет нам мешать. Его тоже мы уберем. В общем, приведем все в порядок для последующей герметичности. Ну что ж, все подготовлено. Единственное, что придется пользоваться герметиком. Объясню почему. Потому что здесь очень сильно выела коррозия ямы на данной детали. Поэтому придется пользоваться герметиком. Здесь также ребра убрал. Все почистил. Термостат тоже зачищены. Трубки. В принципе, все должно быть герметично. Как я уже сказал выше, там где нужно, воспользуемся герметиком. К сожалению, другого выхода нет. Теперь отсюда тоже у нас была течь. Воспользуемся лентой для герметизации. И здесь тоже. Ну, а потом приступим уже к установке. Воспользуемся обезжиривателем и обезжирим все трубки, в том числе и на машине. Особенно там, где будем мазать герметиком. Теперь насчет патрубков и их качества. Значит, обычные дешевые черные патрубки не выдерживают ни морозов, ни перегревов, ничего, сразу разрушаются. Месяц отслужил, как и эти два. Тут трещины незначительные, тоже потрескались. Может быть, от погодных условий, на улице мороз. А вот синие патрубки. Внутри красная резина. Патрубки мягкие. Вот эти патрубки проходили 2 года. То есть 2 сезона я вообще их не трогал. И даже сейчас я снял, я здесь ни трещин не вижу, ничего. В принципе, они бы еще и походили. Именно поэтому полностью комплект синих патрубков. Все синие. Можно, конечно, заказать и силиконовые. Но, в принципе, этого достаточно. Так, еще раз напомню, что печку внутри от крана к радиатору печки мы ничего не меняем, поэтому это все подкапотные шланги. Также у нас еще не хватает шлангов на
обогрев карбюратора. Возьмем старые, они в принципе хорошие. И один длинный шланг тоже, трещины в нем не нашел, от радиатора к расширительному бачку. Его тоже оставим. Вот как-то так насчет шлангов. Не берите черные, смысла в них просто нет. Если решили менять шланги, вот такие вот синие. Будут ходить, ходить и ходить. Здесь даже другого сказать нечего. Сейчас я по размеру обрежу вот эти маленькие, потому что они слишком длинные. И в принципе у нас все готово для установки. Итак, продолжим нашу работу. Все зачищено, все подготовлено под новые патрубки. Теперь, там где нужно, мажем герметиком. Герметиком мы мажем лишь там, где у нас есть повреждения на деталях. То есть здесь съедена коррозия, поэтому здесь есть ямы и сколы. Здесь без герметика не обойтись. Там, где все хорошо, к примеру, как на термостате, здесь я все зачистил, убрал все швы, здесь герметика не будет. Смазываем патрубок солидолом или другим каким средством, смазкой, и одеваем на патрубки. Там, где пользуемся герметиком, мажем герметиком небольшим слоем 15-20 минут, а потом лишь одеваем. Все равно предварительно патрубок смазываем смазкой. Проделаем эту процедуру и потом продолжим. В радиаторе шланги я поставил отдельно, точнее патрубки, потому что на установленном радиаторе это будет делать тяжело. Поэтому я их поставил и сразу закрутил. Сейчас его установлю, и в принципе все патрубки будут на месте. Все патрубки на месте. Убедитесь в том, что патрубок по отношению к трубе надет ровно. Насчет хомутов. Затягивать их надо, конечно, хорошо, но перетягивать их не нужно. Тем самым вы сократите срок службы патрубка. И через полгода буквально будете менять на новое. Поэтому фанатизма в затягивании патрубков проявлять не нужно. Убедитесь в том, что все патрубки на месте. Здесь может вызвать сложности из всей этой процедуры. Я считаю, что самое сложное — это заменить патрубки, которые идут к крану печки. Потому что они находятся в неудобном месте. Там огромное количество деталей, которые мешают. Поэтому это самый сложный момент из всего проделанного. Может вызвать у вас недоумение. Первое — это то, что вы можете заливать охлаждающую жидкость и обнаружить, что у вас вмещается 5 литров, к примеру, вместо 8. Что же здесь может быть виной? А виной всему это радиатор печки, из которого при обычном сливе жидкости тосол не вытекает. Лишь по одной причине. Потому что патрубки, всего отходящие от печки в количестве 2 штуки, находятся выше, чем сам радиатор. И поэтому, естественно, жидкость не может преодолеть этот барьер. Справиться с этим можно очень просто, открутив патрубок внизу. Тогда сольется вся охлаждающая жидкость. Либо же поставить автомобиль передом вниз на какой-нибудь очень крутой склон. Это то, что может застать вас врасплох. Первое. Еще один интересный момент. Вы можете обнаружить вот такую жидкость, вытекающую из отверстия слива охлаждающей жидкости. Похоже на масло изначально. Но не надо пугаться, это тосол закоксованный. Возможно, что вы перегревали свой автомобиль, и тосол закоксовался. И поэтому имеет такую густую консистенцию. Ну, состояние густое, имею в виду. Я думаю, что в этом тоже ничего страшного нет. Просто позже нужно будет промыть двигатель. Но это уже другая история.
После замены всех патрубков, все, что отключали, подключаем на место. Ставим детали на место в обратной последовательности. Единственное, если у вас возникнет вопрос, как крепится вентилятор к радиатору и как он его удерживает, здесь есть резиновый, так скажем, резиновая проставка, которая удерживает радиатор. Ей нужно попасть вот в это место, чтобы он удерживал радиатор, если вы об этом забыли. Ну, во всем остальном собираем, как было. Ничего не забываем подключить, в том числе провод на датчик температуры двигателя. Ну и пока что все. Все собрали. Убедитесь, что все на месте, все подключено. Машину нельзя заводить в течение 4 часов, потому что у нас нанесен герметик, ему нужно высохнуть. Насчет промывки двигателя, это думать только вам, делать ее или нет. Если делать, то есть один простой способ. Берете лимонку и 2 литра воды, один пакетик разбавляете. 4 литра можно залить, 2 пакетика лимонки засыпать, завести машину, дождаться ее прогрева и немножечко ей дать поработать. После чего слить всю воду. Как я уже говорил выше, чтобы слить воду полностью, нужно будет отсоединить шланг от печки, чтобы слить с печки потом воду. Вот такой способ. В интернете способов много, но не какие-то извращенные. То уксус, то кока-кола. Нет. Лимонка и вода, и все. Заодно и накипь тоже уберется из системы охлаждения. Не забудьте также заменить крышку в конце всей процедуры, потому что крышка может являться причиной прорыва шлангов, так как ее клапан может быть неисправен. Этой процедуры вы можете заметить, когда уже залили тосол и полностью завершили все это дело, что плохо греет печка. Что в этом случае делать? И почему она плохо греет? А греет она потому, что в ней образуется воздух, то есть пробки так называемые. Вам нужно будет поставить машину под уклон, передом вверх, потому что радиатор печки находится выше самой низкой точки системы охлаждения, и поэтому там могут образоваться пробки. Откручиваете шланг, когда поставили машину под уклон носом вверх. Отсоединяете клемму аккумулятора и идете в салон. Крутите стартером. А помощник смотрит, когда пойдет вода. Как только охлаждающая жидкость пошла, можно обратно прикрутить шланг, пробка должна уйти. По счету я охватил все возможные нюансы при замене патрубков. Надеюсь, что данный ролик будет вам полезен, и вы сможете с легкостью и правильно заменить патрубки. Также я описал некоторые проблемы, которые могут возникнуть при замене патрубков, как с печкой, с обогревом ее точнее, так и с течью патрубков. Почему не могут течь и как правильно их все-таки ставить. Еще раз напомню про крышку. Вы можете визуально этого не замечать, но она может плохо влиять на правильную циркуляцию охлаждающей жидкости. На этом все. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.